Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня поделюсь с вами очень вкусным рецептом маринованных грибов. Такие грибочки вы не купите нигде в магазине, я вам это гарантирую. Проверено лично малоежками на нашем мукбанг канале. Оставайтесь со мной, сейчас подробно все расскажу и покажу. Мы начинаем. Ну что, друзья, сегодня мы с вами готовим вкуснейшие маринованные грибы, вкуснее которых вы нигде не найдете и не купите. Значит, для этого нам потребуется 500 грамм мелких, вот таких желательно, шампиньонов. Также нам потребуется пол чайной ложки паприки, столовая ложка либо 40 грамм соли, столовая ложка либо 30 грамм сахара, пол чайной ложки лимонной кислоты, 6-7 горошков душистого перчика, 2 лавровых листа, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки растительного масла и 2 столовые ложки винного уксуса. Если нет винного уксуса, можно заменить столовым уксусом 9%. Тогда берем 1 столовую ложку, потому что винный уксус у нас 4,5%. Также нам потребуется хороший пучок укропа. И мы возьмем по вкусу острый красный перец. Я, конечно же, буду не весь использовать, а лишь небольшой кусочек. Также нам потребуется 1 литр обычной питьевой воды. Для начала мы с вами подготовим маринад. Для маринада берем кастрюлю небольшую, заливаем 1 литр обычной фильтрованной воды питьевой, 40 грамм соли, пол чайной ложки лимонной кислоты, 8 горошков душистого перца и 2 лавровых листика. Отправляем все это дело на плиту до закипания. Как только у нас закипит маринад, в кастрюлю будем отправлять грибы. Итак, друзья, вода у нас закипела. Отправляем шампиньоны. Хорошенько все перемешиваем. Закрываем крышкой, ждем, когда маринад снова начнет активно кипеть, затем уменьшим газ. Но как только закрыли крышкой, с этого момента засекаем 10 минут. Варить грибы будем в течение 10 минут. Итак, друзья, грибочки у нас прогрелись, маринад снова закипел, газ теперь уменьшаю до среднего. Следите через прозрачную крышку, чтобы маринад у нас продолжал кипеть. И на огне чуть ниже среднего довариваем грибы до конца отмеренного времени. А тем временем, пока у нас варятся грибы, мы с вами подготовим заливку. Для заливки нам потребуется небольшое количество острого перчика. Ориентируйтесь по своим вкусовым предпочтениям. Я возьму половину острого перчика, у меня он достаточно крупный. И нарезаем его мелко. Сначала я нарезаю на полоски примерно 2-3 мм. Затем все это дело разворачиваю и поперек нарезаю уже как можно мельче, вот такими кубиками. Таким образом полностью нарезаю острый перчик. Перчик я нарезала, пока вот так уберу в сторону. Далее нам с вами необходимо нарезать мелко также укроп. Просто как можно мельче стараемся нарезать зелень. Вот так. Укроп я нарезала, пока убираю в сторону. Тем временем у нас прошло время и сварились наши грибочки. При помощи шумовки достаем грибочки, но при этом маринад мы не выливаем. Он нам еще пригодится чуть-чуть позже. Все, грибы я все извлекла, пока все это дело убираю в сторону. А мы с вами продолжаем делать заправку нашу, заливку. 2 столовые ложки винного уксуса, 2 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка сахара, пол чайной ложки паприки. Сюда же мы отправляем 3 зубчика чеснока. Я выдавливаю через чеснокодавку, можно мелко нарезать руками, как вам удобнее. А также отправляем заранее подготовленные острые перцы и укроп. Все хорошо перемешиваем. Вот на этом этапе нам понадобится с вами небольшое количество горячего рассола, в котором варились наши грибочки. Буквально 2 половника добавляем и хорошо перемешиваем до полного растворения сахара. Вот такая аппетитная заправка у нас с вами получается. Далее берем контейнер, в котором будем хранить грибы. Отправляем туда грибы, отправляем сюда же нашу заправку. Все хорошо перемешиваем, вот так. Далее, друзья, внимание, заливаем опять горячим маринадом таким образом, чтобы наши грибы слегка были покрыты вот так маринадом. То есть не полностью утопаем их, а вот так. Сейчас покажу. Вот буквально несколько шапочек на поверхности у нас остались. Все остальное залито маринадом. Вот такая вот аппетитная вкуснятина у нас с вами получается. Далее. Все это дело прикрываем неплотно крышкой, помним, что у нас маринад горячий, и оставляем на столе при комнатной температуре до полного остывания. Итак, друзья, грибочки у нас полностью остыли. Теперь закрываем крышкой и отправляем в холодильник на сутки. Ровно через сутки покажу, что у меня в итоге получилось. Ну что, друзья, прошли у нас ровно сутки. Давайте посмотрим, что получилось. Вау! Выглядит это очень аппетитно, можно сервировать и подавать к столу. Ну что,
друзья, посмотрите еще раз. Я выложила все красиво в чашку. И нам уже с Алексеем не терпится все это попробовать на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.